Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И в этих традиционных видео мы встречаемся, чтобы просто поболтать, чтобы просто узнать, как у вас дела. Я буду рассказывать, как у меня дела, что нового. Сегодня 5 января, и сейчас 6 утра. И мы с вами смотрим рассвет. Мы с вами смотрим, как просыпается солнце. Я еще не совсем проснулась, поэтому если меня будет не очень хорошо слышно, то это потому, что мой мозг, моя голова еще не работает. Мозг еще не функционирует. Но я сейчас пью зеленый чай с мятой. И как ваши дела? Что было нового с новым 2026 годом? Вау! Этот год пролетел очень быстро. И я записала, что было нового, что было интересного. И сейчас я буду просто говорить, просто, просто разговаривать. Итак, где же это было? Я смотрю, я не могу отвести взгляд. Я смотрю на экран телефона и все время смотрю на солнце. Ну, как красиво, да? Так, а где? Нашла. Слава богу. И птицы летают. Год назад у меня было аналогичное видео, которое я тоже снимала на рассвете. Год назад. И когда я смотрю свои видео прошлогодние, видео, которые были год назад, мне кажется, что я очень изменилась. Мне кажется, что я раньше раньше я была, более энергичная, более оптимистичная, можно сказать, более амбициозная. Я все время, всегда все планировала. Сначала я планировала год, потом я планировала 3 месяца. Потом я смотрела, что я написала в планах на 3 месяца и делала планы на месяц, потом планы и цели на неделю и так далее. Раньше мне нравился такой ритм, такой быстрый ритм, и в этом, конечно, нет ничего плохого, и это даже интересно. Но сейчас мое мнение и то, как я думаю, то, как я мыслю, изменилось. В какой-то момент я подумала, я поняла, что это вообще все не важно, что это вообще неинтересно, что это мне вообще не нужно. И я подумала, что неважно, какие у тебя цели, неважно, что ты себе планируешь, неважно, что ты записываешь, что ты хочешь достичь. Самое главное — это хорошо спать, вкусно есть, двигаться, быть с любимыми людьми, общаться, находить что-то интересное в жизни, пробовать что-то новое. И все. И если у тебя этот фундамент, если эта база у тебя есть, у меня есть, то все остальные цели, все, что ты хочешь достичь, ты это будешь делать. Ты все свои цели достигнешь, и вообще не нужно нервничать, стрессовать, переживать. В общем, это мое открытие 2025 года. Я не знаю, может быть, я просто повзрослела. Мне уже 33 года. И, может быть, у меня поменялись приоритеты. Не знаю почему, но сейчас жить стало приятнее, жить стало спокойнее. И, может быть,
я даже стала немного более, не знаю, не скажу, что продуктивнее, но мне кажется, что сейчас в том, что я делаю, больше смысла, что ли. Поэтому вот такое открытие 2025 года. И это изменение отразилось на моих планах. Логично, потому что в прошлом году, год назад, я планировала, я хотела, я ставила себе цели. Я хотела поучаствовать в шахматном турнире и поучаствовать в конкурсе, в соревнованиях по фитнес-бикини. И я этим занималась практически целый год, но это было через какое-то давление, знаете. И да, я готовилась, и сейчас, например, я играю в шахматы лучше, чем я играла когда-то в своей жизни. И я сейчас тоже в лучшей форме, чем я была когда-то вообще за всю свою жизнь. Но а в чем смысл? Какая разница? Это вообще все равно. Мне вообще пофиг. Потому что, ну, не в этом смысл. Мне нравилось играть в шахматы, и это было самое интересное. Мне нравилось тренироваться, и это было самое главное. Не какая-то абстрактная, гипотетическая, а, точка впереди, а то, что происходило каждый день. Поэтому это очень сильно поменяло мою перспективу. Ну, вы уже поняли, вы уже поняли, что сейчас я думаю по-другому. И тоже год назад, как я жила? Я планировала такие трехнедельные спринты, и со студентами мы тоже это делали. Как мы работали? Я планировала трехнедельные спринты, как в моей обычной жизни, потому что я тоже планировала: так, 3 недели какой-то интенсивной работы, неделю отдыхаем. Потом 3 недели опять мы работаем, потом неделю отдыхаем. И мы так делали со студентами. И, конечно, это было интересно, но потом, когда у меня был этот сдвиг, когда у меня происходил этот не трансформация, но когда я начала думать по-другому, я поняла, что, ну, мне больше это не интересно, я больше не могу, я чувствую себя как лошадь, которой нужно все время что-то скакать, скакать. А И поэтому я поставила ту программу на паузу, потом эта пауза стала дольше, потом эта пауза стала еще дольше. Вы видите, что моя философия сейчас изменилась. И это интересно. Интересно, как меняются люди. Поэтому расскажите тоже, что было вашим открытием в прошлом году. Может быть, у вас тоже произошло что-то такое же монументальное, такое же тектоническое. Вот. Так вот, продолжаю эту же тему, потому что это ну, повлияло на все. И я подумала: ладно, мне сейчас хочется делать что-то долгое, как с тренировками, как с шахматами. Хотя в шахматы я не играла часто в прошлом году. Я что-то учила, но это было больше хаотически. Я этим занималась больше, да, так, м, случайно даже, когда вспомню. То есть в этом не было какой-то системы, структуры. И поэтому я подумала: ладно, я хочу, мне интересно. Мне интересно погрузиться в это целый год. Поэтому я записалась, в одну шахматную школу. Я не хочу участвовать в соревнованиях. Может быть, это случится. Но сейчас мне просто интересно узнавать, заниматься понемногу. И я записалась в годовую.
школу. Она на русском языке, это школа из России. Я пыталась найти здесь шахматную школу в Аргентине, но это, не знаю, это невозможно. Здесь есть шахматные школы, но чтобы туда записаться, нужно писать людям в WhatsApp, не знаю, регулярно говорить им: "Здравствуйте, а можно записаться? А когда занятия? А сколько стоит?" А эти люди тебя просто игнорируют. Поэтому я не смогла записаться. И, ну, всё к лучшему. Я думаю, что это к лучшему. Поэтому я сейчас записалась на годовую программу. Я планирую продолжать тренироваться. Даже это неправильно я говорю, потому что я не планирую тренироваться. Это просто часть жизни. Я просто это делаю. Я это даже не планирую. И я занимаюсь испанским сейчас. У меня тоже годовая программа. И и всё так органично, так гармонично трансформировалось в моей жизни, что все, что было с моими студентами на спринтах, я тоже подумала. Точнее, я не подумала. Я просто почувствовала, что, блин, это можно снова все проходить, снова все повторять, снова все изучать. Поэтому со студентами сейчас у нас тоже годовая программа. В нашем мире столько скорости, все очень-очень быстро. И мне кажется, что просто нет времени в своем темпе, спокойно, без какой-то спешки заниматься тем, что тебе нравится. Просто потому что ты это хочешь. Просто потому что нравится. Без причины. Без какой-то большой, глобальной, гигантской цели. А просто потому что... А почему нет? Просто потому что нравится. Поэтому, если вам интересно учить русский язык со мной целый год, то вся информация будет в описании. И неважно, когда вы смотрите это видео, 6 января, может быть, в феврале, может быть, в ноябре, может быть, в середине июля, все равно. Все вебинары, все практики сделаны так, чтобы можно было начать в любой момент, и это всегда будет актуально, это всегда будет интересно. И тоже еще одна мысль, что мне нравится все долговременное, все долгое, а а не такое, знаете, вот оно было и закончилось, и все. Поэтому, например, мне не нравится "Инстаграм". Ты что-то сделал один раз, и все. И все. Можно забывать. Через 2 часа это уже не актуально. Через 2 часа об этом уже все забыли. И, наверное, поэтому я смогла так долго заниматься "Ютубом", заниматься длинными видео, потому что здесь неважно, ты снял видео 4 года назад, его все равно смотрят люди, оно все равно кому-то полезно, оно все равно не исчезло. И еще, если мы говорим про "Ютуб", год назад год назад я жаловалась, что у меня зависимость от "Ютуба", что я постоянно смотрю какие-то видео, я все время смотрю разные видео, и кажется, что в этом году я смогла это сбалансировать. Что помогло? Во-первых, я завела аккаунт на сайте InnoReader, и туда можно добавить просто ютуберов, которые мне нравятся, которые вам нравятся. И у тебя нет рекомендаций, ты заходишь на этот сайт, и там есть все их новые видео. Если они выкладывают, публикуют новое видео, то оно будет там без рекомендаций. Хорошо. Потом, мне кажется, что я просто посмотрела весь YouTube до конца, поэтому там, наверное, нет больше интересного. Когда я что-то открываю, мне кажется часто, что
Я это уже видела. Я думаю, что я больше не завишу от "Ютуба". И последнее. Все-таки у меня есть большая амбициозная цель на следующий год. Хотя я говорила, что вот раньше я была такая амбициозная, что-то планировала. Все равно это во мне есть. У меня появилась идея, которая прямо зудит, чешется, что я очень хочу сделать в следующем году. Я хочу написать книгу. Я хочу написать книгу для изучающих русский язык, потому что потому что просто нет хороших книг для изучающих русский язык. Это большая трагедия для студентов. Все книги, которые я видела, ладно, я не видела все книги, но те, которые я видела, очень часто они или написаны не преподавателями русского языка, и поэтому там есть очень большие методические ошибки. Например, там используют лексику, которую начинающим абсолютно нельзя давать, и там используют грамматические структуры, которые начинающим просто противопоказаны, которые нельзя давать. Например, я открываю какую-нибудь книгу для начинающих изучать русский язык. И на первой странице возвратные глаголы, на первой странице глаголы движения с, с приставками или лексика какая-то очень странная, неактуальная, или там пишут так, как люди не говорят в реальной жизни, и просто без слез не взглянешь. Я думаю, блин, я могу написать это лучше, я хочу написать это лучше. Раньше я писала рассказы, когда-то давно я писала стихи, я закончила филологический факультет. И поэтому в этом году я хочу написать книгу. Это такая моя путеводная звезда, что мне хочется сделать и для себя, и для других. Какая главная идея? Что в этой книге будет лексика, структуры усложняться постепенно. Сначала будет очень, я не хочу сказать просто, но будут очень базовые структуры, базовая лексика и что-то очень понятное, и со временем все будет усложняться, и главное, все будет повторяться. И главное, что слова будут использоваться в разных контекстах, чтобы их было невозможно не запомнить. Потому что, ну, я просто не представляю. Вы открываете книгу, а там, ладно, хорошо, что в этих книгах не пишут деепричастия хотя бы. Это как минимум хорошо. Но хотя я видела в книге для начинающих, для изучающих русский язык были деепричастия и причастия, и ладно, не буду жаловаться, буду делать. Поэтому расскажите, пожалуйста, как ваши дела? Что у вас нового? Я надеюсь, что вам было меня видно, потому что здесь все солнце, и мне кажется, что я, наверное, не в фокусе была все это время, потому что я не вижу. И да, как ваши дела? Что нового? Счастливого Нового года! С Новым годом! С новым счастьем! И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока.